Всем привет, с вами Вандалей, и это очередной эпизод сериала, посвященного патчам. Переиздание Stalker Enhanced Edition. Патч 1.2 привнес новые фиксы, новые баги, да, опять. И в целом это хороший повод обсудить, а как устроены игры Stalker. Например, в переиздании поменяли один параметр, связанный с удобностью оружия. А что такое на самом деле эта удобность? Я поискал и не нашел ни одного полного разбора этой темы, так что специально для вас все разложу по полочкам. Также вы узнаете, какими необычными костылями была исправлена мыльность графики и почему издавна сталкеры советуют друг другу спилить мушку. Как, по-вашему, выглядит стратегическое РПГ? Наверное, вы представляете пассивные бои без возможности управлять героем вручную. Если да, то вас точно удивит Watcher of Realms. В честь ее второго юбилея стали доступны новые герои. Мориден и Валара с уникальной механикой ручного перемещения в реальном времени. С такими уникальными героями ты не заскучаешь. Перемещение персонажей по сетке доступно всем героям новой фракции. А в целом в игре более 200 героев и 10 фракций, что дарит огромное количество тактических комбинаций. У каждого героя своя история и высокая проработка деталей. Watcher of Realms предлагает масштабный фэнтезийный мир и насыщенный сюжет. А чтобы догнать ветеранов, вам будут доступны автоматические бои в фоновом режиме и гибкие инструменты для улучшения снаряжения. Опробуй разнообразные игровые режимы, сразись с эпичными боссами в PvE или вступи в гильдию для напряженных сражений в командах вместе с друзьями. Все это доступно в любой момент, не только на ПК, но и на смартфонах. Присоединяйся к игре сейчас, ведь в честь юбилея стартуют ивенты с щедрыми наградами. Вас ждут бесплатные вызовы и подарки. А еще, кстати, пополняя баланс через Донатов.нет, вы получите классные скидки, подарки и обойдете ограничения, которые могут быть на других платформах. В общем, Watcher of Realms это не очередная RPG-стратегия, а вторая годовщина это отличный способ начать с легкого старта. Убедись сам, переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, чтобы бесплатно скачать Watcher of Realms на ПК, Android или iOS. Итак, во-первых, в обзоре патча 1.1.1 я упоминал, что в игровой процесс ЧН ввели тестовые квесты в сломанном виде, которым в игре, конечно, не место. С патчем 1.2 их убрали, ура! Но как именно это сделали? Тестовым квестам вернули невыполнимые условия выдачи, при этом квесты не закомментировали, ведь некоторые игроки успели их взять. И если квесты закомментировать, старые сейвы перестанут работать. Из-за такого решения проблемы в новой игре действительно, тестовых заданий больше не будет, но играя со старых сейвов, которые вы успели сделать на предыдущем патче, вы все еще можете их встретить. Если вы спрашивали, чем я могу помочь, и NPC уже предлагали эти тестовые квесты, значит все, они уже успели им выдаться, и на старых сейвах они у них будут, даже с патчем. Во-вторых, произошли приколы с удобностью оружия. Удобность — это одна из характеристик, связанная с тем, как оружие ведет себя в руках. Давайте признаем, на самом деле никто не понимает, что такое удобность оружия, пока не полезет в файлы. Вот эта полоска — это некое общее значение, которое высчитывается по формуле. В Тени Чернобыля формула использует три параметра. Инертность пушки, влияющая на скорость камеры, когда мы держим оружие в руках и поворачиваемся влево, вправо. Вот насколько нам тяжело поворачиваться, ну, короче, чувствительность мышки. А также два вида дисперсии оружия. Когда мы стреляем и не двигаемся, и когда мы стреляем и одновременно поворачиваем мышкой камеру. Высчитывается полоска по одной из двух формул. Все понятно, правда? Вот разработчики приквела посмотрели на эти формулы и такие: нет, чё-то как-то сложновато. И упростили высчитывание полоски, теперь это не 3, а всего один параметр. Инертность при повороте камеры. Все. Длина полоски зависит от того, насколько тяжелым ощущается оружие в руках. А в Зове Припяти параметры упростили еще сильнее. Он тоже всего один, но уже новый. Crosshair Inertion. Это скорость, с которой перекрестие прицела возвращается в исходное положение. То есть вот эти полоски, черточки расходятся при ходьбе, и чем быстрее они сходятся обратно, тем выше удобность оружия. При этом в конфигах оружия все еще прописан параметр, отвечающий за инертность камеры. Он влияет на поведение оружия, но просто в формуле для красивой полоски удобности не учитывается. Собственно, страшная правда заключается в том, что вот эти полоски вообще не являются объективными
активным показателям характеристик оружия. В конфигах оружия много показателей, часть из них суммируется в какую-то формулу и выводится в виде этой полоски. А некоторые параметры в этих полосках просто не учитываются. Но так или иначе, эти полоски помогают нам примерно ориентироваться. После этой справки обсудим, что сделали авторы переиздания. Из всего этого они поменяли только один параметр – инертность пушек. Для всего оружия этот параметр понизили до единицы. У какого-то оружия это изначально была единица, там не трогали, но у прочих это могло быть 1.2, 1.4. Каждая пушка ощущалась по-своему. Теперь же при движении камеры все оружие ведет себя одинаково. Для понимания, в чистом небе у пулемета была инертность 3. Камера прям медленнее реагировала с такой бандурой в руках. А теперь у него значение 1, как у всего оружия. И еще мы можем прокачивать удобность, тем самым повышая ее даже больше максимального. Насколько я понимаю, именно из-за этого возникал вылет при использовании прокачанного пулемета. Тот самый вылет, который пофиксили в 1.1.1. Так, а зачем вообще авторы поменяли удобность? Скорее всего, ради консольщиков. Чтобы с геймпада было удобно управлять оружием в руках. Играть в шутеры с геймпада вообще сложновато. Причем сперва на консолях такой правки не было. До выхода переиздания все играли на предыдущих поколениях консолей и свитче с инертностью как в оригинале и не жаловались. А потом вышло переиздание. Оно вышло и для ПК, и для PlayStation 5 и последнего Xbox. И потому инерцию пушек убили. Сразу во всех переизданиях. Сильнее всего эта правка сказалась именно на чистом небе, потому что именно там показатель удобности, который переименовали в приемистость, это и есть только вот этот показатель инертности. И теперь в ЧН все пушки имеют максимальную приемистость. Теперь самое интересное. С патчем 1.2 показатель инертности вернули обратно к тем значениям, которые были в оригинале, но только в Зове Припяти и только у 3 пушек: Абакана, АК и Вава. Казалось бы, а почему исправили это дело только для 3 пушек? А походу сделали это случайно. Дело в том, что именно для них починили отображение мушек на широкоформатных мониторах. Это еще одна давняя проблема Сталкера. Фанаты, разумеется, это давно правили фанатскими фиксами. И вот в переиздании это тоже решили исправить. Ну, казалось бы, здорово, правильно сделали. Но если посмотреть, что случилось, то окажется, что на самом деле эту тему не дожали до конца. Можно наглядно посмотреть. Да, разумеется, ситуация была прям намного хуже. Разумеется, вот эта правка — это уже хорошо. Но если прям подходить к вопросу строго, то, во-первых, эти мушки все еще не по центру. То есть все еще можно пытаться играться с этим параметром, подбирая именно идеальное положение. Во-вторых, почему-то затронули только 3 вида оружия. И в-третьих, затронули только ЗП. Хотя это проблема и некоторых других пушек, и не только ЗП. Но дело в том, что у АК и Вала эта проблема была самая такая выраженная. Видимо, только по поводу этого оружия жаловались игроки, и поэтому только это и исправили на основе фидбэка. Хотя на самом деле проблема намного шире. Еще интересно, что почему-то стали править Абакан. Да, разумеется, у него тоже мушка сбита, хотя вот в случае Абакана это прям, ну вот, вообще не критично. Но опять-таки, если прям задротствовать, да, она сбита. И ее поправили, и почему-то не указали это в патчноуте. И так как правили только эти пушки, то им же исправили инертность. Как будто бы случайно. Посмотрим, вернут ли инертность всем пушкам со следующими патчами. Так это еще не все. У Вала, или АС Лавины, как кому больше нравится, ввели еще одну правку. Вот этот параметр, стрэп, подписан как под мышкой. На самом деле это положение оружия на спине, так что можете прям открывать конфиги и тоже там как-нибудь с этим параметром играться и смотреть, что будет. Почему-то для Вала с новым патчем выставили новые значения, одни пятерки. Это буквально по 5 метров по всем осям и даже по коду. Несмотря в игру, сразу понятно, что положение некорректно. И что же произошло? Правильно, новый баг. И каждый раз, когда NPC убирают Вау за спину, он уносится под карту. Я не знаю, какой смысл специально прятать Вау. На мой взгляд, тут ситуация такая же, как в предыдущем патче. То есть разработчики что-то тут тестировали и что-то меняли, а откатить забыли, и эта правка попала в патч. Хотя, по сути, это даже не правка, а вот новый баг. К счастью, имеются и позитивные исправления. Исправили звук Абакана, когда мы его осматриваем, и звук перезарядки Спаса. Оба этих звука не совпадали с анимациями.
Далее, очень странный ляп, который есть только в английской локализации. В записи с ПДА призрака убиенный говорит одни и те же слова 2 раза. Это тоже исправили, урезав эту запись. А вот так она звучала изначально. Vasiliev lost it at the very last moment, and when the door opened, he ran off instead of deactivating the lower consoles. I shouldn't have relied on him. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. Vasiliev lost it at the very last moment, and when the door opened, he ran off instead of deactivating the lower consoles. I shouldn't have relied on him. Strelok was right to mistrust those lying dogs. My only chance is to get to the door before the controller. На этой записи мы слышим 2 дубля. Актеру не понравился первый, и он произнес фразы еще раз. А потом их забыли разделить. Теперь второй дубль отсекли, хотя на самом деле стоило отсечь первый. Ведь именно первый дубль не понравился актеру, и он произнес его заново. Такая же ситуация, например, с одной из фраз Лебедева в украинской озвучке. Этот ляп все еще не исправлен. Мені видається, що останні події у зоні пов'язані з тим, що хтось порушив це правило і пішов на випалювач мізків. Мені видається, що останні події у зоні пов'язані з тим, що хтось порушив це правило и пішов за выпаливач мисків. В целом, такие ляпы можно встретить и в прочих играх. Например, есть классический пример из Обливиона. I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound, and the temple all on the same night. Wait a minute, let me do that one again. I heard that thieves broke into the Arcane University, the Imperial Legion compound, and the temple all on the same night. Далее, вот такой прикол. В патчноуте указано, что были внесены правки в боевую систему Алайфа. Причем не конкретно в какой-то игре, а во всех 3. И это, честно говоря, пугает, потому что мы не можем посмотреть, что там поменяли в движке. По конфигам и скриптам ничего связанного с Алайфом я найти не смог. Но в ЗП убрали нерф мутантов. Напоминаю, для консолей мутантов сделали тупее, грубо говоря, чтобы игроку с геймпада, да, было проще играть. И эти правки опять-таки пришли в переиздание ПК. Теперь частично мутантов обратно усилили. А именно, те, кто раньше не мог атаковать на бегу, теперь, как в оригинале, опять могут. Но при этом нерф кровососов как был, так и остался. Они бьют реже и на меньший радиус. Так что опять какое-то частичное возвращение к оригиналу. И на самом деле вот этот момент, он-то с Алайфом не связан. А что тогда поменяли с Алайфом? Страшно, очень страшно, если бы мы знали, что поменяли, но мы не знаем, что поменяли. Чтобы найти какие-то отличия от оригиналов, я стал перепроходить эти игры, но нашел кое-что другое. В ЗП, в цехах, где стоят наемники и просят принести еды, вся эта сценка интересно взаимодействует с выбросом. Как только начинается выброс, все наемники убегают в конкретное убежище. И вот в переиздании, когда наемники прячутся, и мы заходим на эту территорию, по окончанию выброса здесь спавнятся нейтралы. И даже могут появиться мутанты. Хотя это все еще территория, занятая наемниками. Я несколько раз на стриме перепроверял этот баг в оригинале, в переиздании, и в Ориге я не смог его получить. Зато в переиздании запросто, каждый раз. Как будто бы по коду получается, что раз наемники убежали в убежище, или потому что они как раз вошли в боевой режим, разозлившись на Дегтярева, как будто бы из-за этого игра считает, что лагерь опустел, и здесь спавнятся сталкеры или даже мутанты. Это единственное объяснение, которое я могу придумать. Короче, имеется смысл экспериментировать и дальше проверять, что именно поменяли в Алайфе. Далее починили гранаты и болты. Опять-таки откатили правку консоли порта и, наконец, болты и гранаты можно бросать на любую дистанцию. Вернули демо-рекорд. Режим свободной камеры опять доступен. При этом в оригинале на экране мигает подсказка по использованию. Плюс показывает, сколько контрольных точек мы поставили. По этим контрольным точкам потом можно делать пролет при помощи демо-плей. В оригиналах ЧНЗП подсказка убрана, но чтобы ее вызвать, надо нажать F1. Так вот, в переиздании ее вырезали с концами, и, судя по всему, это ляп, так как в игре вообще любые дебаг-тексты, показывающиеся сверху экрана, теперь не работают. Так, в оригинале была команда для показа статистики кадров, что сколько занимает в текущем кадре. В переиздании она не работает. Еще в ЧНЗП была команда, показывающая позицию камеры. Тоже полезно знать, где ты, чтобы потом телепортироваться, например. В переиздании она тоже сломана. Короче, баг на неком общем уровне, со всеми такими текстами.
предметами. Далее, с включенным демо-рекордом на F11 игра отобразит вид локации сверху и сделает скриншот. Этой фичей пользовались разработчики и разрабы модов для того, чтобы делать карты локаций. При этом бонусом они включали специальную погоду. Этакий дефолтный вариант. В оригинале ее даже можно включить консолью через вот такую команду. Как-нибудь ради интереса попробуйте. Так вот, в переиздании эта погода выставляется автоматически при нажатии F11, то есть как будто бы все предусмотрели. И в Chen и ZP оно работает, но в ТЧ теперь игра крашится, когда нажимаешь F11. Кроме этого, хочу показать вам еще одну интересную команду, которую авторы использовали для тестирования Screen Space глобального освещения. Ну или вся зона поживого бессмертия, как в концовке, где меченый становится статуей. Одно из главных исправлений патча 1.2 — это графика. До этого игроки массово жаловались на мыльность картинки. Теперь это дело исправили. Да так, что картинка может стать наоборот, слишком резкой. Так что есть смысл зайти в настройки и покрутить их. Как же повысили резкость? Через мип-мапы. Мип-мапы — это варианты одной текстуры разного размера. Через мип-мапы решается проблема их отрисовки на разных расстояниях. Ведь если отрисовывать текстуру в полном разрешении на любой дальности, то чем дальше она будет, тем сильнее она будет рябить при смещении камеры. Эту проблему решают мип-мапы. А авторы переиздания решили использовать их ровно наоборот. И разрешили игрокам выкручивать мип-мапы, чтобы напротив, вдали они были более резкие. Такой метод смещения мип-мап называется мип-биас, чтобы на отдаленном расстоянии текстуры наоборот отрисовывались в более высоком разрешении, чем должны. С одной стороны, это действительно решило проблему мыльной картинки, не поспоришь, но такое решение очень костыльное. Выкручивать мип-мапы как раз таки не рекомендуется. Это может привести к излишней резкости, провоцирующей рябь в движении, и, конечно, падению производительности. Ведь мы заставляем видеокарту отрисовывать текстуры в полном разрешении там, где это не планировалось. Новая команда понимала последствия и потому советует использовать FSR для устранения мерцания. Интересно, что смещение мипов ввела еще оригинальная команда. Предназначение было простое — делать красивые скриншоты. Смещая на минус 0.5 или даже минус 1, мипы становились большего разрешения. Либо можно было наоборот, выставить положительное значение, например, плюс 0.5 и чутка повысить производительность, чтобы использовались более мелкие варианты текстур. При этом предельно допустимым значением для повышения разрешения было минус 3. И насколько я знаю, это было предельное значение, но его не использовали. И да, еще раз, отрицательное значение использовать именно в игре тоже не планировали, из-за описанных выше последствий. В движении глазам было бы нехорошо. А в релизах мы можем менять мип-мапы от минус 0.5 до 0.5 через консоль. Так вот, авторы переиздания по сути вернули возможности времен билдов, позволяя выставить значение до минус 2, ну хотя бы не минус 3. Тем не менее, даже минус 2 это по сути возвращение билдоты. Короче, возвращают тот самый Сталкер. Еще с новым патчем переделали растительность. До этого их текстуры апскейлили, но вот альфа-канал оставался старым. Вот теперь это исправили, но, честно говоря, если начинать сравнивать, надо прям упороться, чтобы увидеть, какие там отличия, что да, где-то стало плавнее, но так или иначе все равно вся эта растительность, она пикселизирована. Лучше пойти на улицу и там потрогать траву. Напоследок, еще одна ошибка, появившаяся с патчем. На этот раз не повезло костюмам и англоговорящим игрокам. Все это время с выхода переиздания в англоязычных текстах названия не совпадали с костюмами чистого неба. Эту ошибку наконец-то решили исправить. Теперь у костюмов правильные названия, но неправильные описания. Эта проблема тянется с оригинала. В русской и украинской локализациях все в порядке. А вот в английской и всех прочих, которые на ней базируются, все эти годы, все 17 лет, перепутаны названия. Да, у игроков из прочих стран буквально немножко другая игра. Для них костюм со шлемом — это Chen 1. Более того, получается несоответствие, потому что в Зове Припяти костюм со шлемом называется уже правильно. Во всех переводах это Chen 3A. Теперь вот эту проблему чистого неба решили исправить, но опять вышла путаница. Примечательно то, что в патчноуте этот фикс указан как исправленное описание некоторых предметов, без указания, что это костюмы в англо-переводе. Ну что же, на
этом вроде все, что я хотел рассказать вам о переизданиях. Если вам было интересно и вы хотели бы видеть обзоры следующих патчей, то дайте знать в комментариях. Также переходите в описание, там разные ссылки на мои ресурсы. Спасибо за просмотр, с вами был Вандалей. Все тайное станет явным.